Собаку не спасти. Что? После такого взрыва ни одна служебная овчарка бы не выжила. Нам очень жаль. Эти слова врезались в сознание Майкла Риверса навсегда. Уже 3 года прошло с той проклятой миссией под Кабулом. Но они звучали в голове снова и снова. Как выстрел, как пощечина. Он потерял Макса. Не просто служебную овчарку. Своего боевого напарника-брата. Единственное живое существо, что десятки раз закрывало его от смерти. С тех пор Майкл жил как в полусне, шрамы на теле. Ничто в сравнении с теми, что остались внутри. Макса не стало, ни тела, ни прощания. Только холодная строка в отчете. Потеря подтверждена, спасение невозможно. Он пытался продолжать жить. Возвращение в Южную Дакоту, ремонты в гараже. Ночи без сна. Но что-то в нем умерла вместе с псом. А потом, в один самый обыкновенный вторник, все изменилось. Майкл заехал в местный приют не за собакой. Просто отвозил старые одеяла и корм, собранные через ветеранскую организацию. Скромное здание пряталось за школой на окраине Бейкерсфилда. Он передал сумки администратору, поблагодарил и уже собирался уходить. Как вдруг из глубины коридора донесся лай. Не просто лай, тот самый, глубокий, глухой, чуть хриплый. Он встал, как вкопанное сердце пропустило удар. «Нет», — прошептал он. Но лай повторился. Громче, словно зов. Майкл не стал спрашивать. Он рванул по коридору, игнорируя окрики сотрудников. Его шаги гулко отдавались от кафельного пола, пока он не свернул за угол. И не замер. Клетка, металлическая. Третья от стены. За прутьями немецкая овчарка. Больше, чем он помнил. На задней лапе шрамы. Глаза настороженные, как у бойца. Уши вперед. Хвост напряжен, не машет, но стоит. Майкл сделал шаг. Пес наклонил голову. Еще шаг. Овчарка сделала то же. А потом заскулил тонко, тягуче. Ровно так, как делал только один пес в его жизни. После долгих миссий, когда он возвращался целым. «Макс!» — голос Майкла сорвался. Пес залаял. Один раз, резко. Потом подался вперед и всем телом прижался к решетке. Хвост застучал по металлу. Грудь тяжело вздымалась. Он ждал. Он знал. Майкл упал на колени. «Нет, не может быть, дружище!» Макс тянул лапу через прутья, пытался достать, лизнул пальцы. Он рыдал, он скулил, а Майкл не дышал. В это мгновение не существовало ни войны, ни времени, ни чужих голосов за спиной. Только он и его пес. Спустя пару секунд к ним подбежала работница приюта, запыхавшаяся. «Сэр, пожалуйста, не приближайтесь. Этот пес только поступил. Мы не знаем, опасен ли он». «Это мой пес», — Майкл поднял глаза, наполненные слезами. «Его зовут Макс. И он вернулся домой». Клетку открыли не сразу. Работники колебались. Макс не отрывался от Майкла ни на секунду. Он терся, скулил, лизал ладони. Его тело дрожало, но не от страха, от облегчения. «Где вы его нашли?» — спросил Майкл. «Один железнодорожник подобрал его у путей», — ответила женщина по имени Мэгги, директор приюта. «Был весь в грязи и ожогах. Чипа не было. Никому не давался в руки. Мы думали, что он брошен». Майкл провел рукой по боку Макса и почувствовал. Шрамы. 1, 2, 3 под шерстью, затянувшиеся раны, участки без волос. «Кто сделал это с тобой?» Макс не ответил. Он просто прижался к его груди и не отпускал. На обратном пути в пикапе Макс устроился рядом, как будто и не было этих 3 лет. Устроился, повернулся кругом, положил голову на ногу хозяина. Тот рулил одной рукой, второй гладил уши. Сердце все еще не верило. Дома. Все осталось на своих местах. Подстилка в углу, вмятая миска у кухни. Майкл не выкинул ничего. Не смог. И теперь понял. Не зря. Макс исследовал каждую деталь. Обнюхал крыльцо, обошел круг.
потом посмотрел вверх в глаза Майкла и тихо гавкнул. Он узнал. Он помнил. В ту ночь Майкл сидел на диване. Макс рядом, уткнувшись мордой в бедро, в руках. Старая фотография. Афганистан. Он в форме. Макс в бронежилете. 2 солдата, 2 брата. «Я думал, что потерял тебя», — прошептал он. «Но ты вернулся?» Макс не ответил, но его взгляд говорил больше слов. Он прошел через ад и все равно нашел дорогу домой. Макс не отходил ни на шаг. Спал у кровати, шел за Майклом даже в гараж. Тот не удивлялся, он сам боялся отвести взгляд, словно пес мог снова исчезнуть, как 3 года назад. Утром они вышли на задний двор. Воздух был прохладный, трава чуть влажная от росы. Макс остановился в центре двора и замер, смотрел прямо на дорогу. Майкл подошел ближе. Что там? Фургон. Белый, без опознавательных знаков. Проехал медленно, почти скользя. Макс не зарычал, только взгляд, как у солдата на задании. Он что-то почувствовал. Позже в гараже Майкл держал в руках старую папку, металлический ящик, пыльный, давно не тронутый. Внутри вся служебная история Макса. Отчеты, тренировки, фотографии, миссии. Один документ заставил его сесть. Инцидент 47-й. Взрыв под Кабулом. Предположительно, потеря собаки. Тело не обнаружено. Он сжал лист. «Предположительно?» – прошептал. «А если он выжил?» Он посмотрел на Макса. Тот лежал у инструментов и внимательно наблюдал, как будто слышал и понимал каждое слово. «Ты пытался вернуться, да? А они просто списали тебя, как ненужное снаряжение». Макс встал и подошел к двери. Замер у порога. Майкл открыл. Пес вышел на траву, медленно обнюхивая каждый шаг, потом снова остановился и уставился на дорогу. На то самое место, где проехал фургон. Он сел, не шевелился. Этим же вечером Майкл набрал номер. «Тот, что хранил на случай, если снова запахнет порохом», — ответил старый знакомый. «Капитан Милтон. Раньше служил в армии, теперь работал в частной безопасности». «Что-то серьезное?» — сказал Майкл. «Это касается Макса. Я думаю, его не потеряли». Его забрали. Он рассказал все. От взрыва до лая в приюте, про шрамы, про странную реакцию на фургон. Пауза, знаешь, звучит как теория заговора, тихо произнес Милтон. Но я верю тебе. Если кто-то действительно взял служебную собаку, мы должны выяснить, зачем. На следующий день они встретились. Кафе у трассы пустое. Макс лежал у ног, тихий, но настороженный. Милтон положил на стол папку. «Я поднял документы. Официально Макс погиб». «Это я и сам читал», — отозвался Майкл. «А вот что ты не читал?» Он вытащил отпечатанную форму. «Через 2 недели после твоей эвакуации одна частная охранная компания заказала немецкую овчарку. Характеристики 1 в 1. Вес, повадки, шрамы, даже реакции на команды. Им дали другое имя — Максимус». Майкл замер. «Они просто переписали его?» «Хуже», — произнес Милтон и понизил голос. «Его продали. Компания называлась Грейкер International. Тогда они выполняли грязную работу в горячих точках. Без надзора, без закона. Что они с ним делали? Все, что нужно. Охрана, сопровождение, зачистки. Когда Макс не подчинился, его избили. Потом пытались перевести, но он сбежал, раненый, под наркотой. Как-то добрался до тебя». Майкл опустил глаза на Макса. Пес смотрел в ответ. «Ты все это прошел один?» Макс не шевелился, но в его взгляде спокойная ярость. «Я хочу имена», — сказал Майкл, «и хочу знать, кто его до сих пор ищет». Милтон кивнул. «Есть одна деталь. Тот фургон... Я пробил номера. Это фальшивка, привязанная к старой логистической компании, которая давно закрылась. У них нет цели просто наблюдать. Они могли приехать, чтобы вернуть актив». «Он не актив», — зло отрезал Майкл. «Он мой, и он больше никогда не будет использоваться». Той ночью дом стал крепостью. Майкл установил датчики, включил камеры, проверил каждый замок, из старого ящика достал бронежилет Макса.
На нем потертая нашивка 42Б. Помнишь, он поднял его перед псом? Макс понюхал, а потом уткнулся лбом в грудь Майкла. Молча. Точно так же, как в тот день в приюте. «Я тебе обещаю», — прошептал он, — «никто тебя больше не тронет, пока я жив». Жилет снова сидел точно по фигуре, как будто все эти годы он просто ждал своего часа. Макс не спал. Он сидел у двери в полной темноте и слушал. Уши напряжены, спина ровная. Майкл пил черный кофе у окна. «Они думают, что мы просто отдадим тебя». Он покачал головой. «Они еще не знают, с кем связались». Когда на участке вырубили электричество, Майкл не удивился. Он уже знал. «Они идут!» — Макс зарычал. Низко, глухо, не испуганно, предупреждающе. Майкл схватил фонарь и пистолет. Подошел к окну. За пределами двора двигались тени. Трое, без света, быстро, слаженно, обученные пробромоталон. Они не пришли стучать. Стекло в гостиной взорвалось, Макс рванулся. Майкл только успел крикнуть «Макс, стой!», но тот уже в прыжке врезался в первого. Крик, шум, борьба. Майкл бросился следом. Один из нападавших поднял оружие. Майкл дал предупредительный выстрел в потолок. «Вон из моего дома!» Другой уже тянулся к Максу, но Майкл сбил его с ног. Они рухнули, грохоча, перекатываясь по полу. Кулак, удар локтем, боль в плече. Но Майкл вырвал пистолет у противника и приставил к его виску. «Шевельнешься! И ты труп!» В этот момент во дворе раздались сирены. Мигалки прорезали ночь. Майкл понял, сигнализация, которую он установил вчера, успела сработать. Третий из нападавших попытался скрыться. Макс метнулся за ним. На газоне он догнал его и прижал к земле. Клыки. В сантиметрах от горла. Громкое рычание. Ни капли страха. Через минуту участок заполнили сотрудники полиции. Из внедорожника вышел капитан Милтон. В бронежилете. Оружие наготове. Все в порядке. «Я цел», — выдохнул Майкл, вытирая кровь из брови. Но они не пытались напугать. Они пришли забрать его. Макс стоял в свете фар. На нем все еще был старый жилет. Грудь ходила ходуном от напряжения, но взгляд твердый, как у бойца. Позже, когда всех увезли, дом обследовали и наступила тишина, Майкл сел на крыльце. Макс рядом, бок к боку. Долгое молчание. А потом они думали, ты просто оружие. Он посмотрел на него. А ты — душа всех, кого спас. Макс мягко ткнулся в плечо. Тяжело, но бережно. Он не дрожал, он был дома. Через пару дней Милтон снова приехал. На этот раз с новой папкой. Один из задержанных, бывший охранник Грейкур, был под Кабулом в тот же месяц, когда вы с Максом попали под взрыв. Это не случайность, это зачистка. Он открыл папку. Макс не единственный. Они использовали обученных псов для черных заданий. Без отчетов, без надзора, все за деньги. Макс отказался от приказа. Его избили. Он сбежал. И теперь они хотели его стереть. Майкл смотрел вниз. Макс лежал у ног. Глаза полуопущены, на уши слушают. Они боятся. Он слишком много помнит. Лица, команды, маршруты. Он был солдатом, а они сделали из него расходник, прошептал Майкл. И это еще не все, добавил Милтон. Есть человек по имени Дэниел Харт, один из ключевых в системе. Когда Макс ушел, именно он инициировал приказ об уничтожении. Где он? Вскрылся. Новый паспорт, новое имя, сейчас живет в Айдахо. «Я должен быть там», — твердо сказал Майкл. «Это вне протокола», — вмешался агент ФБР. «Он это заслужил», — сказал Милтон. «Он идет с нами». Айдахо. Дом в глуши. Агент стучит. Дверь открывает человек с аккуратной бородкой и взглядом хищника. Вот так встреча. Солдат и его пес. Макс напрягся. Майкл не отвел взгляда. Ты использовал его билет, а потом бросил. Он достал фото, бумаги, у меня все. И у меня есть он. Макс шагнул вперед, тот дернулся, и в этот момент агенты скрутили его.
Макс не отводил взгляда до щелчка наручников, только потом сделал шаг назад. Они ехали обратно, без репортеров, без камер, только он и пес. Через 3 дня вернулись в Южную Дакоту. Макс официально на пенсии. Служба завершена. Навсегда. Майкл построил дом в тени деревьев. Спокойный, с высоким крыльцом, с куском леса. Только для них. Макс теперь гуляет, спит у камина, дышит свободно. Однажды ночью Майкл сидел на ступеньках. Макс рядом, морда на ботинке, звезды над головой. «Ты спас меня дважды?» – прошептал он. «Там на войне и здесь, когда я сам уже сдался». Он провел рукой по шерсти. «Ты не просто хороший мальчик, ты мой лучший напарник». Макс слегка ткнулся в руку и снова закрыл глаза. И в этот момент Майкл понял, не все герои носят форму. Иногда они просто молча ждут, когда ты вернешься домой. Пусть такие истории напоминают нам. Преданность — это не слово, это поступок, а иногда лай, раздавшийся после долгих лет тишины. Если в сердце отозвалось, пусть эта история останется с тобой. Или просто подпишись, чтобы не забыть.